Здравствуйте! Сегодня я буду готовить очень известное блюдо ближневосточной или средиземноморской кухни – долма или долма. Это фаршированные виноградные листья. Существуют разные долмы – армянская, азербайджанская, грузинская. Я же буду готовить традиционную ливанскую долму. Она отличается от всех остальных, наполнена она ароматами и пряностями Средиземноморья. По-арабски долма звучит как ебра или мехши, что означает фаршированный. Таких блюд в средиземноморской кухне много, и на своем канале я буду готовить самые популярные из них. Главные составляющие долмы – это виноградные листья, рис и мясо. Для долмы лучше использовать мясо, порезанное мелкими кусочками. Такая долма будет сочнее и крепче. Но у меня такого мяса не оказалось, поэтому я взяла фарш. Фарша я взяла 200 грамм. Еще нам понадобятся виноградные листья. Вот вы видите, вот такая банка продается в Канаде. Такие же листья можно купить и в Америке. А в Москве их можно приобрести на рынке в отделе солений или на каком-нибудь лотке с соленьями в ближайшем магазине. Я постоянно покупала виноградные листья в магазине на развес. Так что приобрести их не проблема. Главное поинтересоваться у продавца, хороши ли листья. Они бывают жесткие, средние и мягкие. Нам нужны средние. И попросить, чтобы вам показали, как эти листья отделяются. Они должны отделяться без проблем, не отрываясь и не прилипая ко всем остальным. И они должны быть более или менее целыми, а не кружевными. Еще нам нужно 50 грамм сливочного масла, 3-4 зубчика чеснока, по щепотке соли и черного перца и катушка ниток. В миску высыпаю рис и заливаю его водой, перемешиваю. Рис должен быть чистым. Затем я готовлю большую кастрюлю, нагреваю чайник, выкладываю виноградные листья в кастрюлю и заливаю их кипятком. Ставлю кастрюлю на большой огонь, они должны закипеть. А пока я промываю рис в друшляке, добавляю к нему фарш. Когда листья закипят, они должны на большом огне повариться еще 5 минут. Смешиваю рис с фаршем, добавляю щепотку черного перца, приблизительно чайную ложку, солю, прибавляю кусочек сливочного масла. Начинка готова. И виноградные листья покипели 5 минут, я их сливаю в друшляке. Обычно на дно кастрюли выкладывают бараньи косточки. От этого бульон долмы становится наваристым, и его подают в отдельной миске. Но у меня костей не оказалось, и я выкладываю вилки крестом. Таким образом удобнее расположить связанную снопами долму. Ну а теперь приступаю к скручиванию долмы. Сам метод передается из рук в руки. Я выбираю лист, отрываю черешок, располагаю лист к себе широкой частью, лучше прожилками наверх, набираю и выкладываю примерно чайную ложку начинки, начинаю складывать лист конвертиком и в конце обратите внимание, я провожу сверху ладонью по листу, катая его и этим скрепляю в плотный столбик. Все остальные листья скручиваю точно так же. Когда я заверну 6-7 столбиков долмы, я оторву нить и обмотаю виноградные листья вместе. Так легче управлять процессом приготовления. Все листья скреплены, связки их очень легко вытащить и проверить, готов ли рис, потому что готовность риса определяет готовность долмы. Вот отрываю нитку и связываю сноп из виноградных листьев.
выкладываю снопики виноградных листьев сверху на вилке. Заливаю листья кипятком, накрываю блюдо и сверху укладываю какой-нибудь груз. Вот у меня камень, но вообще можно приспособить какую-нибудь банку с водой, что-нибудь тяжелое. Выложила несколько кусочков сливочного масла, выливаю лимонный сок, солю и еще добавляю выжатый чеснок. Варю долому приблизительно 40 минут, иногда проверяю рис на готовность. Для этого вынимаю один из снопиков, разбираю его и пробую рис. Рис готов, значит долма готова. Получилось очень вкусно. Как видите, долму готовить очень легко. Готовьте весело. И, пожалуйста, не забудьте подписаться на мой канал и ставить лайки. Мне очень нужна ваша поддержка.